Всем привет! В этом видео я хотел бы поговорить о двух темах, немного о самом рисунке и о будущем канала. Сегодня необычный ролик, я решил спалить наконец свой голос спустя 59 видео. Да, очень вовремя. Конечно, было бы логично попробовать озвучивать видео впоследствии на английском, захватив больше аудитории, но я не знаю английский, так что имеем то, что имеем. Итак, в этот раз я решил нарисовать последнюю версию Человека-монстра Гароу из манги One Punch Man версии Мураты, и в качестве референса были выбраны эти кадры из манги. Для тех, кто не слышал One Punch Man, то это очень популярная японская манга, ярым фанатом которой я являюсь, придуманная Ваном и нарисованная Муратой. И по ней имеется 2 сезона аниме и 1 веб-комикс. Манга рассказывает о герое Сайтаме, что убивает монстров с одного удара. В этой истории имеется как много хороших комедийных моментов, так и нарисованный безумно восхитительный экшен. Поэтому всем советую к прочтению. Гароу в этой истории является антагонистом. Мне очень понравился его дизайн в последних главах. Особенно этот черный костюм и ярко-белые трещины в виде молний, а также растрепанные висящие бинты. Он реально выглядит очень круто и чем-то напоминает, если честно, Флэша из вселенной DC. С одной стороны, весь его облик не загроможден лишними деталями, но при этом его перерисовывать в цвете все же было достаточно сложно. И я постоянно на этапе рисования думал, что у меня ничего хорошего из этого не выйдет. Полагал, либо с черным переборщу, либо трещины не получится. В общем, весело при рисовании было думать, что в случае фейла видео на YouTube не получится сделать, но в итоге вышло довольно неплохо. Хотя, конечно, можно было лучше. Кстати, немного о дизайне Гароу. Меня всегда поражал его дизайн. То есть, смотря на его необычную прическу, я всегда думал, как Мурате удалось вообще нарисовать такого харизматичного и крутого персонажа. Я уверен, что если бы кто-то еще попробовал придумать персонажа с подобной прической, то этот персонаж, скорее всего, для остальных выглядел бы странно и глупо, нежели чем круто. Да и перерисовывая Гароу, у меня постоянно возникали мысли о том, что если хотя бы немного не так нарисовать глаза, нос или другую часть его лица, то персонаж мог измениться до неузнаваемости в плохую сторону. И как раз моя теория позже подтвердилась печально известным вторым сезоном. Это говорит о том, что Мурата безумно талантливый и прокачанный мангак. Немного о художественных инструментах. В рисунке была использована акварельная бумага, замазка, черная гелевая ручка и все то, что вы видите на экране. Теперь хотел поделиться с вами о будущем канала. Кто подписан на меня, знает, что мне нравится выкладывать ролики, как я рисую фанарты разных аниме-персонажей, но за 2 года мне, если честно, это стало надоедать по нескольким причинам. Во-первых, сейчас безумно много существует различных YouTube каналов, посвященных подобной тематике. И мне кажется, чтобы выделиться среди всех, нужно делать ролики либо очень регулярно, чуть ли не каждый день, либо рисовать только популярных аниме-персонажей, пусть если мне не особо нравится. Во-вторых, число подписчиков у меня растет очень медленно, как и просмотры, поэтому мне хочется попробовать сделать что-то другое помимо аниме-фанартов, что либо увеличит число просмотров и подписчиков, либо добьет полностью мой канал. Не таким плохим исходом и является, если честно. А стараться накручивать подписчиков с помощью взаимной подписки с другими похожими YouTube каналами, но мне, если честно, как-то не особо хочется, потому что порой мне кажется это немного лицемерным, что ли. Поэтому я сейчас смотрю на те каналы, связанные с рисованием, которые мне действительно нравятся и которые хочется смотреть, а не так, что я смотрю кого-то лишь для того, чтобы меня посмотрели в ответ. Ну и третья причина изменить формат видео — это то, что мне изначально всегда нравилось экспериментировать с видео, даже когда я рисовал просто фанарты аниме под музыки. Уверен, у меня из-за этого постоянно страдал YouTube канал, так как всегда не мог определиться с одним контентом. И сейчас мне хочется рискнуть и попробовать поделать аниме обзоры параллельно с рисованием, или попробовать посовмещать рисование с 3D, может немного с программированием, а также хочется показать рисование своих оригинальных персонажей в том же стиле и затронуть рисование на компьютере, поделать какие-нибудь туториалы по рисованию
и так далее, и так далее. В общем, хотелок много, поэтому надеюсь, что будущие изменения пойдут лишь на пользу и они вам понравятся. На этом у меня все. Спасибо всем тем, кто досмотрел меня до конца. Надеюсь, вам понравилось видео, ибо его создание вышло достаточно сложным для меня из-за озвучки. Ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете, хотели бы вы увидеть новые форматы или оставить все как есть. И до встречи в следующем видео, если мне его не лень будет монтировать. Всем пока!